Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как лучше всего подобрать артефакты и оружие для Фурины в роли суб, ДД и саппорт. Начнем с саб ДД. Саб ДД Фурина. Фурина максимизирует урон от призыва элементального навыка, собрав ее в комплект артефактов Золотая Трупа. Поскольку в этой сборке основное внимание уделяется ее урону, используйте Фурину в ее форме УСИ, чтобы члены ее салона могли атаковать. Вам понадобится целители в команде, чтобы избежать смерти членов команды, так как ее умение забирает хп команды. В крайнем случае, вы всегда можете переключиться на форму пневмы, хотя это отзывает ее миньонов, которые наносят урон. Выбор оружия для саб ДД Фурины. Блеск Тихих Вод, то есть ее сигнатурка. Это оружие является лучшим выбором для Фурины в роли саб ДД персонажа. Способность увеличивать урон ее элементального навыка и максимальное здоровье при изменении здоровья персонажа, а также потенциал для увеличения этого эффекта до 3 раз, делают его отличным выбором для максимизации ее потенциала по нанесению урона. Следующий это Хадж Несут, ключ Хадж Несут. Это также неплохой вариант для саб ДД Фурины, он предоставляет значительный бонус к здоровью и увеличивает мастерство элементов на основе максимального здоровья. Это оружие может быть хорошим выбором, если вы предпочитаете более саппорт роль саб ДД Фурины. Оскверненное желание. Хотя он не так хорош, как первые два варианта, оскверненное желание все равно может быть неплохим вариантом для саб ДД Фурины. Он увеличивает урон ее элементального навыка и шанс критического удара, что может усилить ее потенциал по нанесению урона. Еще один вариант это верфь. Единственное оружие, которое увеличивает хп, является 4-звездочным. Эффект этого оружия позволяет увеличить мастерство стихий и восстанавливать энергию. И другой вариант это лунное сияние Ксифоса. Оружие увеличивает мастерство элементов, а также его эффект позволяет восстанавливать энергию себе и членам команды, в зависимости от мастерства элементов у носителя этого меча. Артефакты для саб ДД Фурины. Первым и лучшим является Золотая Трупа, полный комплект, естественно. Это лучший комплект артефактов для саб ДД Фурины. Он увеличивает урон элементального навыка на 25%. И когда Фурина не находится на поле боя, урон ее элементального навыка увеличивается дополнительно на 25%. Этот комплект значительно увеличивает ее урон. Сон Нимфы. Полный комплект тоже. Другой вариант для саб ДД Фурины. Он предоставляет бонус к атаке и урону Гидра при использовании различных атак и способностей, что может улучшить общий урон Фурины. И такой вот вариант Каша-Малаша, смесь, скажем так. Стойкость Миллилита 2 штуки, плюс сияние Варукаши тоже 2 штуки. Если у вас нет доступа к вышеперечисленным комплектам, сочетание бонуса к здоровью из комплекта стойкости Миллилита с бонусом к здоровью из сияния Варукаши может улучшить выживаемость Фурины, предоставляя при этом некоторую пользу ее способностям. Саппорт Фурина. В качестве саппорта она может выступать как целитель, так и баффер для всей команды. Держите Фурину в форме пневма, а затем оснастите ее полным набором артефактов моллюск морских красок, что позволит усилить исцеление от Фурины и в то же время наносить урон. Вы также можете использовать упорство Миллилита для Фурины, усиливая атаку команды, но вам придется оставить ее в форме УСИ. Удерживайте ее показатель восстановления энергии как можно выше до такой степени, чтобы она могла использовать свой взрыв стихий как можно чаще, чтобы увеличить наносимый урон команды и получаемое исцеление. Оружие для саппорт Фурины. Блеск Тихих Вод. Это снова же ее сигнатурка, она в любом случае подходит ей, даже если это саппорт или саб ДД. Следующее это опять же Хадж Несут. Снова же, так как он и там подходит одинаково. И следующее это у нас будет вот меч Фавония. Если вы хотите сосредоточиться больше на регенерации энергии для Фурины в роли поддержки, то меч Фавония может быть хорошим выбором. Его способность генерировать элементальные частицы и заряжать энергию для Фурины может быть ценной, особенно в ситуациях, когда вам часто требуется ее элементальный взрыв. Также альтернативой и, скажем так, бесплатным оружием в обоих случаях может быть Флёр Сандер. Это оружие, которое можно получить за рыбалку.
Здесь вот, если вы ищете бесплатное оружие для Фурины, то перевозчик Флёр Сандер может быть неплохим выбором. Его бонус к урону в процентах может увеличить общий урон Фурины, что делает ее практическим выбором как для роли саб ДПС, так и для саппорта. Теперь, собственно, артефакты для саппорт Фурины. Первым лучшим вариантом будет моллюск морских красок. Его нужно использовать в форме пневмы, то есть в хил режиме, скажем так. Естественно, полный комплект. Это лучший комплект артефактов для саппорт Фурины. Он увеличивает бонус к исцелению и позволяет наносить урон ближним врагам. Этот комплект отлично усиливает исцеление Фурины и ее полезность в команде. Вторым лучшим вариантом будет стойкость миллилита, но здесь уже в форме УСИ, то есть в форме, в которой она будет наносить урон, скажем так. Тоже полный комплект. Этот комплект увеличивает атаку всех членов команды, находящихся поблизости, когда элементальный навык Фурины попадает по противнику. Этот комплект предоставляет ценную поддержку команде. Плюс его проще активировать, чем, например, у Джунли, потому что у Джунли столбик стоит на одном месте и приходится стратегически его располагать, скажем так. А у Фурины ее призываемые пэты, они передвигаются вместе с ней. То есть с ней будет проще активировать эффект стойкости миллилита. И у нас третий вариант, это тот же самый, что и в саб-ДД сборке. Это стойкость миллилита 2 штуки и сияние Варгаши 2 штуки. Ну тут из-за того, что ХП увеличивает на 40%, потому в конечном итоге это хорошо и как для саппорт, так и для саб-ДД. Ну и собственно для новичков, кто вдруг вот получил Фурину и не может пойти пофармить вышеперечисленные артефакты, это будет азарт игрока. Он подходит одинаково хорошо как и для саппорт, так и для саб-ДД Фурины на начальных стадиях игры, скажем так. Если у вас нет доступа к рекомендованным комплектам, комплект азартный игрок может быть альтернативой для саб-ДД Фурины. Ну, то есть и для саб-ДД, и для саппорт, естественно. Он увеличивает урон элементального навыка и имеет шанс снять с него перезарядку при победе над врагом. То есть можно ешку, скажем так, элементальный скилл активировать 2 раза. То есть, по сути, это как ритуальный меч, но только в артефакте. Ну и в завершение я хочу вот поделиться, как подбирать их характеристики в случае, если это саб-ДД или саппорт. Оптимальные значения характеристик для Фурины ориентированы на ее роль и потребности могут быть следующими. ХП около 35 тысяч, это то есть минимально, и чем больше, тем лучше. И в обоих случаях, даже если это саппорт или саб-ДД, ей нужно такое количество ХП, то есть 35 минимум, и если выше, то лучше. Восстановление энергии от 220% до 250% восстановления энергии, если Фурина единственный гидро-персонаж в команде. От 190 до 220% восстановления энергии, если есть 2 гидро-персонажа в команде. И вы не используете оружие Фавония. От 150 до 180 восстановления энергии, если есть 2 гидро-персонажа в команде, и вы используете оружие Фавония. И это одинаково подходит как для саппорт, так и для саб-ДД. Критический шанс рекомендуется соотношение 1 к 2, то есть 60% крит шанса и в 2 раза больше крит урона, то есть 120. Но тут опять же, чем больше, тем лучше. То есть если у вас 60% крит шанс и 120 крит урона, то постараться, естественно, собрать больше крит урона, будет всегда лучше. И по сути, если вы собираете Фурину чисто ради хила, то этот параметр вам вообще не нужен, по сути. И мастерство стихий от 100 до 150 мастерства стихий. Это поможет более эффективно использовать реакции, элементальные реакции Фурине. И тут же то же самое, если чисто ради хила, то мастерство вам не нужно абсолютно. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. И до встречи в других моих видео на канале.